Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Они уже тогда друг от друга отлипнуть не могли. Девятое место. Самый любимый антистресс Тэхёна. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Его реакция на вокал Тэхёна все так же остается неизменной. Седьмое место. Не храните их по отдельности. Шестое место. Поведение пары. Не забывайте, что Чангук однажды сказал: «Я счастлив рядом с Тэхёном». В те моменты все эмоции Чангука и Тэхёна были как на ладони, искренние, яркие и порой трудно сдерживаемые. Чувства буквально переполняли их, и скрывать их было почти невозможно. Пятое место. Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так, как Тэхён на Чангука. Четвертое место. Забота. Это было так мило. Чангук очень внимателен.
Третье место. Новости. Тэхён проводил эфир из Circle 81 Nike Korea в престижном районе Чонгдам-донг, куда можно попасть только по приглашению. Оно представляет собой не обычный магазин, а место для проведения специальных мероприятий, презентации новых коллекций, кастомизации обуви и одежды, а также мероприятий по приглашениям. Название Circle 81 символизирует 1981 год, когда Nike впервые вышла на корейский рынок. В Circle 81 проходят коллаборации с известными артистами и спортсменами, а попасть в это пространство можно только по приглашению или при участии в официальных мероприятиях. Пространство ориентировано на создание уникального опыта для посетителей, демонстрацию новинок и укрепление связи с аудиторией, что делает его важной частью маркетинговой стратегии Nike в Южной Корее. Чангук прибыл в аэропорт Инчхон после завершения своего личного заграничного расписания. Compose Coffee в Instagram представили новый зимний подстаканник с тэхёном. Новый подстаканник V – зимняя версия. Этой зимой новый подстаканник будет уютно обнимать ваши пальцы. Пусть даже в холодную погоду ваше сердце остается теплым вместе с новым подстаканником V. Глазки тут строит. Инфлюенсер Джина делится впечатлениями о Чангуке и его уникальном обаянии. Я надеюсь, что вы видите особенность в этом мальчике и этом ребенке. Мы все знаем, что он талантлив. Но то, что он приходит сюда вот так, и вы можете наслаждаться им именно так, он не обязан это делать. Он не зарабатывает на этом. Насколько это особенное? И я надеюсь, что люди это оценят. Держу пари, что вы, другие фандомы, очень завидуете Чангуку. И очень завидуете, что Чангук в вашей группе. Искренняя благодарность Джина за такие слова о нашем драгоценном Чангуке. Ну как же он хорош. Чангук включен в список кей-знаменитостей, подвергающихся серьезной угрозе вторжения в дом. Красный уровень тревоги после нападения на известную певицу. Люди всегда смотрят на знаменитостей и завидуют их богатой жизни, высокому социальному статусу и широкой известности. Но это лишь верхушка айсберга. Сколько человек смогли бы выдержать постоянное преследование или жизнь с ощущением, что бесчисленные глаза наблюдают за ними в каждом уголке, даже в собственном доме? Хотя аудитория все больше понимает необходимость уважать личную жизнь знаменитостей, нет гарантии, что все фанаты ведут себя ответственно. Всегда будут папарацци, сосен-фанаты или другие нарушители закона, которые преследуют знаменитостей. Недавние случаи нарушения приватности стали более серьезными и иногда угрожают жизни. Всего один день назад интернет-пользователи были шокированы сообщением корейских СМИ о том, что актриса и певица Нана, бывшая участница группы After School,
получила травмы, яростно сопротивляясь вооруженному злоумышленнику, вторгшемуся в ее дом. Полиция района Гури в провинции Кёнге заявила, что 30-летний мужчина по имени угрожал Нанё и ее матери, требуя деньги. Управляющая компания Наны, Саблайм, заявила, вооруженный злоумышленник проник в жилище Наны. Из-за физической угрозы мать Наны получила серьезные травмы и потеряла сознание, а сама Нана также пострадала, пытаясь спастись из опасной ситуации. Обе в настоящее время нуждаются в медицинской помощи и полном отдыхе. После этого инцидента корейские СМИ составили список знаменитостей, которым сейчас угрожает серьезное вторжение в дом. Чангук оказался среди этих имен, его случай отмечен как высокоприоритетный и требующий вмешательства местных властей и его управляющей компании. Сразу после демобилизации в июне китайская женщина несколько часов стояла у его виллы в Итевоне, неоднократно звоня в дверь. В августе женщина, идентифицированная как Би, проникла на парковку дома Чангука и была арестована полицией. В ноябре японские женщины устроили лагерь у его дома на неделю, пока Чангук был в отъезде. Они несколько раз пытались угадать код шлагбаума, делали заметки, пока не нашли правильный пароль. Некоторые из этих случаев были расследованы и доведены до суда. Особенно важно, что 14 числа, после многократных обращений фанатов в хайп и местные органы власти, полиция усилила охрану вокруг дома айдола, патрулируя постоянно, чтобы предотвратить несанкционированные собрания и обеспечить безопасность и приватность Чангука. Корейские СМИ отметили, что такие меры необходимы, чтобы успокоить знаменитости, так как после шокирующих инцидентов растет тревога типа «Я тоже могу стать целью подобных преступлений». Между тем, представитель телевизионной индустрии заявил, в этом году такие инциденты происходят довольно часто. Вторжение в дом – это не просто нарушение приватности, но и серьезное преступление, которое может угрожать жизни. Такое поведение пересекает все границы и не может быть терпимо ни при каких обстоятельствах. Помимо Наны и Чангука, в списке знаменитостей, пострадавших от вторжений в дом, оказались комедиантка Пак Наре, актеры Ли Бён Хон и Ли Мин Джун, а также актер Ю Йен-сак. В январе этого года вилла Ли Бён Хона и Ли Мин Джун в Лос-Анджелесе была незаконно проникнута. В апреле комедиантка Пак Наре потеряла имущество на десятки миллионов вон, включая дорогие украшения и люксовые сумки, при аналогичном взломе. В октябре управляющая компания Юинсака выдала юридическое предупреждение фанатам, которые пытались проникнуть в дом актера или его частные пространства без разрешения. Недавние случаи вторжения в дома корейских знаменитостей вызвали серьезное беспокойство в фан-сообществах. Ранее имущество и жизнь знаменитостей не были так уязвимы. Настоящие фанаты могут только призывать власти принимать более строгие меры для защиты знаменитостей и наказывать тех, кто имеет злонамеренные намерения. У них с камерой явно взаимная любовь. Какая атмосфера в Токио? Приезд Тэхёна зажигает улицы. Ночью в центре Токио лицо Тэхёна появилось на гигантском электронном билборде, разделяющем перекресток Сибуя-Скрэмбл. В Японии набирает популярность поп-ап проект Тиорта, реализуемый совместно со своими мировыми амбассадорами. Тэхён оказался в центре внимания, представляя корейскую косметику на глобальном поп-ап мероприятии Тиорта, состоявшемся в Лос-Анджелесе, США, 15 ноября по корейскому времени. Это поп-ап мероприятие стало первым масштабным международным офлайн мероприятием,
Тиорта с момента запуска бренда. Оно представляет собой тур по 3 городам – от Сонсу и Сеула до Лос-Анджелеса и Токио. Токийское мероприятие прошло в Media Department Токио. Новый рекламный ролик Ви будет ежедневно транслироваться на электронных билбордах зданий, окружающих Shibuya Scramble, мгновенно привлекая внимание местных туристов и горожан. В социальных сетях также появились отклики вроде «Токийские ночи стали еще прекраснее благодаря видео Ви, и Сибуя полна поп-ап магазинов». Показатели продаж в Японии также впечатляют. Продукция Тиорта долгое время удерживала лидирующие позиции, занимая первое место в категориях основы макияжа и макияж для лица на Amazon Japan. Первое место в категории тональные основы в течение 10 дней подряд и первое место в рейтинге популярных подарков. Зарубежные СМИ также быстро отреагировали. Журнал Rolling Stone сообщил об участии Ви в закрытом показе, состоявшемся за день до открытия магазина. В статье под названием «Ви удивляет поклонников на вечеринке по запуску кампании корейского косметического бренда по уходу за кожей». Издание описывало события так. Ви отпраздновал с Чарльзом Милтоном, Изабеллой Мерсет и Эмили Эллен Линд. И хотя это было закрытое мероприятие, поклонники выстроились в очередь под дождем, чтобы увидеть его. Издание также оценило кампанию как значимую веху для бренда и способствовавшую его выходу на рынок США. Его походка и манера держать руки в карманах. Джеймс из группы Кортис в эфире Риасма рассказал, что для него значит быть танцором у одного из величайших артистов мирового уровня – Чангука. Это, безусловно, большая честь. На самом деле, словами это не описать. Держите, секси Чангука. Бренд Юнт выпустили новое видео с Тэхёном «Мир мгновенного отбеливания, который раскрывает Тэхёна». Каждый раз, когда средство касается кожи, сердце замирает от восторга. Срок использования всего 30 секунд. Сыворотка для отбеливания кожи с живым витамином С от Юнт ведет вас к красоте, наполненной прозрачным сиянием, и еще дальше. Нестабильный и легко окисляющийся чистый витамин С, живой витамин С, мы бережно запечатали в индивидуальные капсулы по уникальной технологии Юнт. В момент нанесения вы ощущаете легкое, приятное тепло, и активные компоненты быстро проникают в кожу. С этого мгновения раскрывается мир мгновенного отбеливания. Обязательно почувствуйте это сами. Красный и синий. Кмидия пишет, Чангук снова стал жертвой попытки вторжения в дом. Полиция начала расследование против японской женщины в возрасте 50 лет. Поступила информация о том, что женщина из Японии несколько раз пыталась проникнуть в дом Чангука, и полиция начала выяснять обстоятельства дела. 19 числа
полиция сообщила, что полицейский участок Йенсен в Сеуле проводит предварительное расследование в отношении японки 50 лет, обозначенной как А, по подозрению в попытке незаконного проникновения в жилое помещение. А обвиняется в том, что с 12 по 14 число этого месяца неоднократно нажимала на дверной замок дома Чангука. На данный момент неизвестно, вернулась ли женщина в Японию. Полиция планирует провести допрос потерпевшего для уточнения всех фактов. Ранее Чангук уже сталкивался с попытками вторжения в свой дом. В день его демобилизации, 11 июня, 30-летняя китаянка несколько раз нажимала на код дверного замка дома, и в сентябре ей было вынесено решение о приостановке уголовного преследования. В августе 40-летняя кореянка проникла на парковку дома Чангука и была задержана полицией на месте преступления. В прошлом месяце ее передали в прокуратуру. Наконец-то! Лишь бы на этот раз ее действительно привлекли к ответственности, а не отпустили, как бывало с другими раньше. Пусть это станет уроком для всех остальных, что нарушение границ чужой жизни и безопасности не остается безнаказанным. Фанат спорта и его бойфренд-геймер. Согласно СМИ УАЭ, Тиорта представит своего нового глобального посла Тэхёна с впечатляющим шоу на Бурдж-Халифе 22 ноября. Это станет знаковым событием для бренда, укрепляющим его планы по глобальному расширению. Тиорта, кажется, всю жизнь готовились к этому моменту, чтобы подарить своему новому амбассадору максимум внимания, заботы и возможностей. К счастью, это работает в обе стороны. На этот раз это баскетбол. Тэхён демонстрирует свое обаяние. Тэхён покорил фанатов по всему миру своим обаянием физкультурного опы. 18 числа Тэхён в прямом эфире в Эвос показал зрителям баскетбольный матч 1 на 1. В удобном спортивном костюме Ви продемонстрировал свою внешность физкультурного опы, которую невозможно увидеть в реальной жизни. Ви показал фанатам, как он отработал все техники за короткий промежуток времени. От правильной техники бросков до бросков со средней дистанции, бросков в прыжке и трехочковых. Начав с легкой разминки и трехочкового броска, Ви поразил всех своим выдающимся владением мячом, броском и скоростью. По мере того, как баскетбольная активность нарастала, Ви снял куртку и вернулся на игру в майке. Его высокий рост, длинные ноги и мускулистые руки, напоминавшие баскетболиста, очаровывали всех. Он разделся, выбежал и ловко выполнил бросок из-под кольца одним взмахом руки, демонстрируя мастерство универсального игрока. Его дриблинг был плавным и красивым, словно он репетировал хореографию. Ви в футболке без рукавов и аккуратно повернутой кепке бросил мяч в стойке профессионального спортсмена, вызвав у меня дрожь, будто я увидел номера 1, студента факультета физкультуры. Ви, разносторонний спортсмен, преуспевает в баскетболе, подводном плавании с аквалангом, стрельбе, верховой езде, гольфе, теннисе, настольном теннисе, беге, борьбе, скейтбординге и велоспорте. Его даже назвали звездой, которую я хочу отправить на Олимпиаду в программе Morning White на канале СБС.
Он также исключительно талантлив во всех видах спорта, набрав в гольфе 182 удара всего за 3 недели. Он, несомненно, суперзвезда, что подчеркнуло его глобальный бренд. Он также продемонстрировал свои превосходные навыки бейсбола, похвалив свой контроль мяча словами: «Он бросил отличный брейкбол. Я немедленно попрошу его подписать со мной контракт». Тем временем Ви был занят первыми бросками в бейсбол, съемками рекламы, неделей моды и внеплановыми мероприятиями после увольнения из армии, но он по-прежнему трогает поклонников своей любящей стороной. Смотрится, как будто из параллельной вселенной. У Тэхёна на заставке к лайву были котики компании Mofusand. Эти фигурки входят в серию фигурок в коробках, выпускаемую Kitan Club, изображающих котов, держащих в руках или носящих жареные креветки. Фигурки являются продуктом японского дизайна и пользуются популярностью среди коллекционеров. В каждую покупку закрытой загадочной коробки включен один из 5 возможных дизайнов кошки. В Японии есть 2 основных физических магазина Mofusand: постоянный магазин в Харадзюку, Токио, и магазин на 1-й авеню Токийского вокзала. Магазин Маппасанд Харадзюку открылся недавно и предлагает чередующиеся тематики, первые из которых стали кофе и пончики. Магазин на Токийском вокзале, называемый Mofamofa Store, это постоянный магазин, предлагающий широкий ассортимент товаров. Заряжаемся позитивом вместе с танцующим Тэхёном. Тэхён или... Почему они так похожи? Люблю этот образ Чангука в тот день. Кто выпустил его из моего кармана? Второе место. Это так интимно. Тэхён, ты куда руку положил? Чангук и Тэхён почти всегда выбирают сидеть рядом, если только их специально не рассадят. Они интуитивно тянутся друг к другу,
выбирают то, что нравится их половинке, то, что делает счастливыми друг друга. Первое место. Всегда было интересно, что тёртый Хён и почему чистюля Чангук в восторге от того, что на него пролили какую-то жидкость. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.